Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас я буду делать всем известное сало шпик венгерский. В советские времена оно лежало практически на всех полках магазинов, а сейчас, в последнее время, я что-то его не часто встречаю. Поэтому сделаем мы его сами. Нам для этого понадобится сало хорошее, только что купил на базаре, прекрасное домашнее сало. Соль, смесь перцев, красный острый перец, красная паприка. Делать просто, но долго. Берем подходящую посуду, сало мы на куски не режем, на дно насыпаем соли. И в этой соли вываливаем весь кусок. Вот так. Сверху мы его еще присыпаем солью. Закрываем. И ставим его куда-нибудь в прохладное место или в плюсовой отдел холодильника на 3 суток. Сало солилось в холодильнике 3 суток. Принцип приготовления сала по-венгерски отличается от засолки обычного сала. Здесь сало нужно максимально обезводить. Поэтому мы берем сейчас эту соль, которая напиталась влагой от сала, мы ее счищаем. Вот внизу все это мокрое. Все, нам эта соль больше не нужна. Мы ее счищаем. Потому что некоторые готовят сало по-венгерски, берут просто его, обваливают в смеси перцев, в красном перце, солят как обычное сало и думают, что это правильно. Это неправильно. Сало по-венгерски нужно обезводить, чтобы оно стало твердым. Теперь берем новую сухую соль. Опять насыпаем на дно. И кусок снова в ней вывариваем. Вот такую подстилочку из соли нужно делать обязательно. В нее будет скапливаться влага опять. Вот и все. Теперь берем сверху еще раз немножко присыпаем. Накрываем опять крышкой. И опять отправляем это сало в холодильник дня на 3. Эту процедуру нужно будет повторить 3-4 раза. Ну что, сало просолилось. Я менял соль 4 раза через каждые 3 дня. Оно уже влагу не выделяет, вот соль сухая. Это хорошо. Значит, насколько возможно, сало свою влагу отдало. Это то, что нам нужно. Нам теперь понадобится красная паприка, красный острый перец по желанию и чеснок. И теперь берем эту соль всю, опять счищаем как можно лучше. Вот сало такое стало плотное. Шкурку мы теперь обрезаем, она нам больше не нужна. Теперь делаем натирку для сала по-венгерски. Берем чеснок, выдавливаем. Теперь мы берем и еще хорошо его протираем в ступке. Это желательно сделать, чтобы он как можно больше выделил сока. Если ступки нет, то в общем-то не обязательно, но желательно. Просто так будет легче делать вот эту пасту для натирки. Смешиваем все до однородной массы. Вот эту пасту можно уже попробовать. И если вам не хватает чеснока или острого перца, то еще добавить. Теперь мы берем, выстилаем фольгу или пергамент. Переносим сюда сало и начинаем его со всех сторон натирать вот этой вот пастой. Хорошо, чтобы оно прям туда
стирала с него. Оно кажется, что плохо втирается, а потом потихоньку раскисает и втирается хорошо. Сало немного разогревается и становится легче на него наносить. Чтобы эту пасту легче было наносить, то ее нужно сделать жиже. Это значит добавить или больше чеснока, или положить меньше перца. Тогда она просто будет более такая жидкая и легче будет наноситься. Но вот такая густая будет лучше держаться. Ну вот, более-менее равномерно эту массу нанесли. Теперь берем, сверху присыпаем еще сухой красной паприкой, чтобы оно не так липло. И так со всех сторон. Оно как мукой обволакивает и уже не прилипает ни к фольге, ни к рукам. Хорошо, теперь так на сухую уже проминаем его. Теперь берем его, запаковываем в несколько слоев фольги или пергамента. Вот такой получился брикет. И теперь в таком виде отправляем в холодильник еще дней на 5. Ну что, шпик венгерский, завернутый в фольге, еще пролежал 5 дней в холодильнике. Мы его сейчас разворачиваем и смотрим, что получилось. А получилась вот такая красота. Весь пропитался. Цвет шикарный. Вот такой кусочек. Вот. Сейчас мы его разрежем и попробуем. Ой, запах великолепный. Ну что, режем. Вот такой получился кусочек. Ну вот так все красиво получилось. Пробуем разрезать. Режется очень мягко. Теперь одну половинку можно еще разрезать на порционные куски и завернуть в ту же самую фольгу и положить на хранение в морозильную камеру, чтобы потом удобнее было доставать. Ну а эту сейчас будем пробовать. Берем хороший хлебушек черный. Салка на него. Прям салка так подходит, прям как здесь и было. Так, яичко. Всмятку. Крутую яйца вообще не люблю. Лучок, чесночок, все как положено. Ну что, пробуем. Вкусная, нежная. Перчика острого можно было бы даже больше положить. Ну вот пробуйте, все это просто делается. Очень вкусно. Главное купить хорошее домашнее сало. Все остальное очень просто. Всем удачи!